Здравствуйте, друзья! Открыл сезон уборки урожая раннего картофеля Ариэль. Можно сказать, без подготовки, спонтанно. А причина – это резкое изменение в прогнозе погоды. Снова дожди на протяжении недели. И картофелекопалка в этот раз снова работает без контейнера и тачки. Почва относительно влажная, но хвост установил. Регулировки настройки копалки остались с прошлого сезона. Но за счет того, что шины на мотоблоке уже стоят другие, фермер на 15 дюймов, диаметром 63 сантиметра, об этом был подробный обзор в прошлом сезоне, изменился и угол наклона лемеха, он стал немного круче. А учитывая, что и почва еще немного влажная, картофелекопалка слегка бульдозерит. Так что работой не совсем доволен. Почва собирается наверху ножа, продвигается не в полном объеме, часть вываливается сбоку копалки вместе с картофелем, а иногда на этот картофель наезжает и колесо копалки. Но благодаря тому, что резиновые шины и мягкая почва, картофель практически не травмируется. А вот наличие хвоста на картофелекопалке дает несколько плюсов. Картофель немного очищается от грязи, аккуратно укладывается на грядки. В будущем его будет очень легко и удобно собирать. А еще удобно, что можно проводить уборку картофеля каждого ряда, а не через ряд. Картофель соседнего ряда под колеса мотоблока попадать уже не будет. Но радует еще то, что из-за влажной почвы нет булыжников из затвердевшей почвы, так как это было в предыдущие сезоны. Так что каждый сезон имеет свои плюсы и минусы. Несколько слов об урожайности этого сорта. Учитывая, что май был жарким и без дождей, то картофеля завязалось относительно мало в кусту. А вот за счет обильных дождей в июне и в июле, то картофель клубни вырастали довольно крупные. Ну, возможно, еще сыграло то, что междурядье сейчас в картофеле уже установлено у меня как минимум 70 сантиметров. Так что, в общем-то, на урожай жаловаться нельзя. А собрать картофель решили вручную, в ящике. Да и собирать крупный картофель одно удовольствие. Урожайность где-то получилась, наверное, 1 к 10. После сборки ящики в тачку, на помывку и сортировку. Вот таким образом завершил уборку раннего картофеля. Планирую провести модернизацию лемеха, а если получится, и испытание копалки совсем нового типа. Но об этом уже будет в следующих видео. А кому видео было это интересно, зацените лайком, можете дизлайком. А кто хочет не пропустить следующее видео, как будет работать новый тип картофелекопалки и работа копалки после модернизации, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, тогда точно вы увидите это видео первым. Всем, друзья, мирного неба, здоровья и хороших урожаев. До свидания и до встречи на канале.